И вновь всем привет! Мы возвращаемся к Аише и вместе с ней продолжаем челлендж «Это не мои дети». День по традиции мы начинаем с пробежки. Единственное, только день мы начинаем немного поздновато, в 12 часов дня, потому что дети после выпускного все спят, они очень поздно вернулись. Аиша их всех ждала, поэтому тоже не выспалась особо. Еще у Аиши был творческий кризис, и она не могла ничего писать. Поэтому, как только она проснулась, я ее отправила на пробежку. И, ой, смотрите-ка, мы первый раз побежали в другую сторону, в сторону вот реки, и мне кажется, по карте, вот когда я смотрела, где-то тут, через 2 улицы живет Макс. Может быть, мы тогда так и до него добежим, Типа, знаете, случайно. А почему бы и нет? А давайте-ка, давайте, пока вот Аиша остановилась на передышку, мы вот сейчас оплатим за кредит и побежим к дому Макса. И мы, кстати, первый раз в доме у Макса. Я тут ни разу не была, я дом скачала из галереи, поэтому я его не видела внутри. И давайте постучим. Кстати, смотрите, какие у него окна прикольные. Может быть, нам тоже такие сделать нужно, вместо вот пластиковых, которые мы поставили? Итак, что тут у нас? Деревица, около речки живет, значит, Макс, да, уютный домик, красивый. Так, все, Макс нам открыл, он был дома, и можно я вот немножко осмотрюсь? Первое, что я вижу, у него есть двуспальная кровать. Это радует. А кухня? Какая кухня, друзья? Мне нравится. Посмотрите, какая она солнечная. Так, мне тоже так надо. Я хочу, чтобы так же было у Аиши. И наши жучки, смотрите, уже сидят вместе. Я все пропустила. Аиша, конечно же, сейчас похвалит дом, скажет, что у него очень красиво, очень чисто и солнечно. И вот то, как у него дома, да, это ее идеальное место, идеальная кухня. Но Макс не растеряется, он скажет, конечно же, дом прекрасен, но в доме не хватает хозяйки. Кухня-то пустует, никто не готовит. Аиша, конечно же, поплыла, такая, да-да-да. Вот видите, она застеснялась даже немножечко. И я надеюсь, она после пробежки не очень вспотела, а то первый раз в гостях у Макса и такая вся разгоряченная, запыхавшаяся. Хотя, может быть, и, кстати, наоборот, это очень даже хорошо, потому что, естественно, Макс у нас не устоял, он не устоял, чтобы не предложить ей принять душ. Нет, не душ. Посмотрите, куда они пошли. Я хотела их вместе в душ отправить, а я думаю, чему они там радуются? Не нужен им никакой душ. Ну все, это случилось. Можно официально считать их парой. Я не думаю, что у Макса или у Аиши это какие-то вот поверхностные, знаете, отношения там на раз. Они оба уже достаточно взрослые. Макс вообще глава деревни, а Аиша у нас воспитала 5 детей, поэтому у них это осознанные отношения. И сразу скажу, у них все будет хорошо, не будет никаких драм, трагедий. У них будет такая взрослая, спокойная, уравновешенная любовь. Да? Да. Аиша, ты куда пошла? Телевизор посмотреть. У нас же дома нет телевизора, да? А Макс, смотрите, Макс-то ее не отпускает. Что, второй раз пойдете в спальню? Нет? Решили поболтать?
Макс в этот момент, я думаю, еще раз предлагает Аише задуматься о том, чтобы они съехались, на что Аиша ответит, что в данный момент вот в ее доме, да, сейчас не получится ему переехать, потому что, ну, у нее у детей-то не у всех своих комнаты есть, да, им спать негде, поэтому ему точно сейчас там нет места какого-то, а ремонт в своей комнате она будет делать в самую последнюю очередь, поэтому к ней сейчас вот, ну, не получится. И тогда Макс спрашивает, может быть, она к нему переедет, у него вот большой дом, большая кухня, ждет ее. Так, Аише нравится флирт? Конечно же. Конечно, Аише нравится флирт, особенно с Максом. О чем вы спрашиваете? Ну так вот, Аиша говорит, что давай, Макс, еще немножко вот поскрываем наши отношения, пока дети еще не повзрослели. Ну, Макс, конечно же, он согласится, повторюсь, они уже у меня осознанные, взрослые, поэтому они адекватно оценивают ситуацию, уважают просьбы друг друга. И вот давайте посмотрим даже, что у них тут по чувствам. Вот, прекрасная совместимость, родственные души. Я же вам говорю, у них крепкая связь, и все у них прекрасно. А Аише пора уже возвращаться домой, и ее пробежка вот у нас немножко затянулась, она ушла во сколько? Где-то в 12 у нас, да, возвращаемся мы в 7 вечера. Я не знаю, заметили дети или нет, но вот как-то так получилось. Аиша вернулась домой, сразу же бросилась готовить детям ужин, а они, мне кажется, даже и не заметили ее отсутствие. Они вон, смотрите, в пижамах ходят, видимо, встали только недавно, поэтому они даже не знают, во сколько Аиша ушла на пробежку, и думают, что вот она вот только вернулась. Аиша тем временем приготовила всем ужин в честь ее отсутствия, ну, как она думала, да. И сейчас давайте мы всех позовем кушать. Так, динамика. Нормальная у нас динамика, не приставайте. Так, все, идите все кушать. А Остин, смотрите, он уже стащил. Не успели пригласить на ужин, а наш любитель покушать уже забрал порцию. Так, давайте все рассаживаемся. Когда-нибудь у них будет большой кухонный стол, где они смогут все вместе сесть на ужин, на какой-нибудь праздник, Рождество или День Благодарения. Я вот прям вижу эту картинку, знаете, светлая кухня, большой стол, они все вместе за одним столом кушают, общаются, с ними вместе Макс, конечно же, но это будет когда-то в будущем и уже, наверное, за рамками этого челленджа, наверное. Но у них это обязательно будет, а мы тем временем давайте отправим Аишу писать. У нее шикарное настроение, она у нас после встречи с Максом, поэтому ей нужно выплеснуть куда-то свои эмоции. И пока Аиша пишет, давайте я покажу вам наш календарь. Через неделю, получается, у нас день рождения у последнего подростка, и на этом закончится мой челлендж. Осталось чуть-чуть, осталось совсем чуть-чуть, и, если честно, мне как-то грустно уже становится, но в любом случае нам нужно постараться, поэтому сейчас я буду Аишу прям усиленно заставлять работать, писать книги. Нам нужно по максимуму накопить денег, чтобы хотя бы построить комнаты детям и чтобы хотя бы один вот денежный пункт моего челленджа я закрыла. Иначе, знаете, это будет слишком большой провал для меня. Ну, а сейчас время уже, смотрите, 2 ночи, и, наверное, я сейчас отправлю Аишу спать вместе с детьми, потому что она уже у меня так подустала, я смотрю.
Добро пожаловать в понедельник. Я, кстати, пересмотрела прошлую серию и поняла, что я забыла списать 500 симиллионов за подключение света в последней комнате пристроенной. Поэтому я сейчас списываю эти 500 симиллионов. Я там за все заплатила, за расширение комнаты, за постройку новой, а вот за свет почему-то не списала, хотя он у меня был отмечен, да, для расчета итоговой суммы. Поэтому я сейчас это исправляю, чтобы не было никаких долгов у меня. Дети у нас уже в школе, а мы с Аишей немножечко прибираемся, просыпаемся и ждем начисления за книги. 2500. Ну, неплохо, неплохо, но нам надо лучше. Поэтому сначала, не изменяя традициям, мы идем на пробежечку. Сегодня ты к Максу не побежишь, да? Сегодня нам работать нужно, правильно. И мы, как всегда, бегаем, думаем о жизни, но теперь, кроме мыслей о финансах, о ремонте, о детях, о книгах, у Аиши теперь есть счастливые мысли, связанные с Максом. Она все вспоминает, как они познакомились, как встретились у него дома первый раз. И в целом она сейчас достаточно счастлива у меня. И если бы не челлендж, я думаю, ей бы жилось намного лучше. Но, кстати, не факт, что ей было бы так интересно, как сейчас, и что она вообще встретила бы Макса, если бы вот все это сложилось как-то немножко по-другому. Поэтому давайте продолжаем. Аиша у нас побегала, и после пробежки, конечно же, я ее сажаю за написание книги. Пишет она долго, уже вот у нас дети вернулись из школы, и уже только ближе к вечеру Аиша закончила писать книгу, а Сэнди, смотрите, звонит мальчик, который ей... Помните, в тот раз в баре она была с Остином, а ей понравился этот мальчик, и он ей звонит и приглашает на фестиваль. Конечно же, Сэнди согласится, но она пойдет вместе с Вивиан, а Вивиан возьмет с собой вот мальчишку, с кем она общается, и они пойдут вчетвером, потому что Аиша одну Сэнди не отпускает. И, насколько я помню, в прошлый раз у нас здесь Остин с Наоми выиграли микрофоны, поэтому я сейчас девчонок обязательно здесь зарегистрирую, отправлю их вот в разные команды, чтобы, знаете, чтобы мы по-любому получили приз, независимо от того, какая из команд выиграет. Поэтому давайте подождем, когда они вот у нас зарегистрируются. Ну, а дальше чем заниматься подросткам на фестивале? Конечно же, вот здесь есть пузыристые пузыри, и, конечно же, они пойдут их пробовать. Они здесь будут болтать, веселиться, кого-то обсуждать. И тут им особо, вот я посмотрела, больше так мне их развлекать нечем, поэтому вот самое интересное для них это попускать пузыри, пока мама их не видит, да. И вот такая вот хорошая компания у них собралась. Только Сэнди надо в душ, конечно, поэтому они здесь у меня будут недолго. Сэнди не любит, вернее, она обычно не ходит грязной, да, но здесь вот так вот сложилось. Он ей позвонил, застал врасплох. Парень ей позвонил, застал врасплох, но она же у нас красавица школа, да, и не может она ходить грязной, поэтому, думаю, она уже скоро поедет сама домой. А это что? Это у нас уже салют? Ну, давайте тогда как раз мы сейчас посмотрим салют и оставим подростков здесь на фестивале, пусть они сами по себе здесь побудут, одни, без родителей, без моего контроля, а мы вернемся к Аише. И она, смотрите, тут ждет их, готовит им покушать.
И почему я вернулась к Аише, да, потому что, как я говорила, что для меня сейчас важнее не построение отношений у подростков, а для меня важнее зарабатывание денег, потому что по челленджу нам нужно еще много-много-много денег. Нам нужно построить всем подросткам по комнате, выплатить кредит и выкупить дом этот. Да, конечно, мне хочется развивать линию, да, подростков, их отношениях, чтобы у них была интересная жизнь, но я понимаю, что я все равно со всеми, да, отыграть не успею, а останавливаться на ком-то одном и выбирать себе любимчика я тоже не хочу, но все равно главная роль вот в этой серии будет за Аишей. И вот смотрите, у нас уже 11 вечера, да, у нас вернулась Сэнди с Вивиан, ребята их проводили, Аиша их дождалась, проверила, что девчонки вернулись в целости и сохранности, и после этого она садится у нас писать книгу, как я и говорила, работа у нас сейчас на первом месте. А этот день у нас все никак не завершается. На дворе уже 5 утра. Аиша дописала книгу, и у нас их уже 2 в багаже, поэтому мы их обе продаем издателю. И на этом понедельник мы заканчиваем. Всем спокойной ночи. Итак, доброе утро, вторник. Ждем детей, ждем, когда они пойдут в школу. Их уже и школьный автобус ждет, а их все нет и нет. Так, наконец-то выходит. И смотрите-ка, Сэнди первая. Странно, я думала, она всегда будет последняя, пока она у меня накрасится, пока сделает прическу. Но нет, смотрите-ка, первая. Следом Джун. Молодец. А остальные где? Так, красавчики у нас ушли самые первые. А где остальные-то? Так, вот еще один красавчик выходит. И 2 красавицы следом. А, нет, одна. Наоми, ты где? Так, вот выходит и Наоми. Все, теперь все поехали в школу, а мы давайте ищем Аишу. Аиша у нас все еще спит. У нас уже 3600. Шикарно. Итого у нас, смотрите, 10,5 тысяч. Это достаточно много, кстати. Поэтому давайте, как обычно, мы сначала отправим Аишу на пробежку, пока у нее есть для этого желание и возможности. Так, давайте, иди, Аиша, иди давай на пробежку. А мы что, мы сразу бежим к Максу? Не переодеваясь, получается, прям в сарафане? Да, ты вот выучила дорожку, и теперь ты все время будешь в ту сторону бегать, да? Нет? Ты передумала? Не бежишь к Максу, нет? Ну, хорошо, нам надо работать, все правильно. А вот и нет. Мы к нему не бежим, он нас сам зовет. Вот так вот. Ну, тогда мы идем. И вот мы здесь. Она, конечно же, перед этим зашла домой, сняла свой спортивный костюм, вернулась обратно в сарафан, переоделась. Ой, смотрите, в прошлый раз ей нравился флирт, а теперь уже физическая близость. Ну, вы понимаете, да, на что она намекает, да? Так, что я ищу? Я ищу романтику. Побольше хочу вот нежности, романтических действий, потому что Аиша все это время, можно сказать, всю свою молодость, да, она посвятила детям, причем не своим, на секундочку, а романтик она у нас. Да, давайте, да, теперь она будет у нас романтиком, теперь у нее есть на это время, есть желание, есть с кем это делать, да. И что я хотела сказать, что она у нас вот столько времени посвятила детям,
у нее не было ни минуты свободной, чтобы вот как-то развивать свои отношения, строить, да, искать кого-то. И вот сейчас, наконец-то, когда дети выросли, и они с Максом нашли друг друга, и поэтому, если честно, я очень рада за них. Поэтому просто вот наслаждаемся их парой, пока я тут периодически подкидываю им каких-то романтических действий. И я хотела уже отправить Аишу домой, потому что дети уже скоро вернутся из школы, а они же типа скрывают свои отношения, да. А они вот тут, смотрите, не могут. Мои любовные жучки, они не отлипают друг от друга. Я уже не ставлю никакие действия, а они у них вот все появляются и появляются. Итак, Аиша успела домой до возвращения детей. Она пока им ничего не рассказывала. А дети у меня, если помните, трое из них ходят на вот эти вот кружки после школы. И, если честно, вот с этими кружками у них остается очень мало свободного времени, и плюс они еще периодически куда-то ходят гулять, поэтому я не успеваю поднять им потребности и сделать домашку. Поэтому я задумываюсь о том, чтобы их с этих кружков забрать. Я вот посмотрю еще денек-другой и потом решу, что с этим делать, потому что по челленджу они у меня должны быть отличниками, а я боюсь, что из-за этих кружков они не будут делать домашку и, соответственно, могут скатиться на четверки. А мне это не нужно, поэтому вот я еще подумаю по поводу кружков. Аиша, а ты что, спать пошла? А почему? А давай ты еще немножечко попишешь, а? А спать будешь ночью, вот когда с детишками. Так, а у нас тут приглашение. Джуна зовет Стелла, и она его зовет в ночной клуб. Стелла, кстати, очень нравится Джуну, поэтому он обязательно пойдет. Аиша мальчишек отпускает. Даже вот смотрите, в ночной клуб. Сэнди на фестиваль не отпустила, а Джуну типа, пожалуйста, иди. Единственное только, я не поняла, она его вот все время отшивает, а при этом сама пригласила в клуб. Очень странное поведение у нее, но Джуну-то она нравится, поэтому куда деваться, давайте он у нас что-нибудь закажет для себя и для Стеллы, конечно же. Нужно же как-то, да, вот покорить ее. И, кстати, мне кажется, что Стелла стала молодым персонажем, потому что поэтому, наверное, она его и пригласила в клуб. И вот, мне кажется, по ней видно, да, и вот по всем присутствующим видно, что они либо молодые, либо взрослые. А Джун наш такой малыш рядом с ними. Он еще и с прыщиками. Вот на самом деле сейчас я очень хорошо вижу разницу между подростком и взрослым, хотя раньше мне казалось, что они особо не отличаются. Ну да, вот она молодая, поэтому у них здесь никаких романтических отношений сейчас нет. Ну, они могут здесь только общаться, крепить свои вот дружеские связи, какое-то там доверие новое, да, проявить друг другу. В общем, будут развивать дружеские отношения. И давайте я сейчас их отправлю немножко здесь потанцевать, раз они уж в клубе, да. И смотрите-ка, тут блондинчик подтянулся наш, который Сэнди нравится. Ой, и Остин тут. В общем, в целом у них тут отличная компания собралась, я думаю. Поэтому мы их можем оставить, пусть они тут развлекаются, а мы вернемся к Аише. У нас там большие цели. И она у нас пишет ведь, да? Нет. Вот видите, стоит куда-то вот уехать, и она уже вот болтает в чатике. А нам нужно писать. Аиша, давай, пишем книгу. Старайся, мы идем к большой цели. Я знаю, ты сможешь, я верю в тебя. Давай, еще чуть-чуть осталось.
и Аиша у нас пишет книгу, плюс она вызвала рабочих на завтра, мы подкопили денег, и пока мы ждем Джуна, я буду заниматься оставшимися детишками, а Аиша продолжит писать. И у нас, смотрите, уже 2 утра, Джун уже давно вернулся, и вот только одна Аиша работает. Сейчас я с ней еще немножко посижу, и если она успеет дописать книгу, то мы ее сегодня опубликуем сразу же. А если сил ей не хватит, ну, тогда она ляжет спать. Аиша молодец, она в 4 утра дописала книгу, и сейчас все спят, поэтому мы тихонечко идем ее публиковать. И теперь вот на этом моменте все, Аиша, она счастливая, она уставшая, она может идти ложиться спать, и в доме наступает тишина. Итак, доброе утро, среда, время уже, смотрите, много, дети ушли в школу, Аиша все еще спит, так как вчера мы с ней до утра писали книгу, а нам тут отключили электричество и начислили деньги, поэтому давайте я сразу поставлю оплатить электричество и оплатим кредит, чтобы про него не забывать. Аиша тем временем проснулась, она убирается, потому что дети сами собирались в школу, да, и после них тут остался бардак, как обычно, поэтому нам нужно собрать вещи, убрать посуду. И так, сейчас уведомления, какие-то уведомления, я их тут нажимаю по интуиции, и сегодня вот нам нужно заплатить аванс за стройку, к нам придут рабочие. Вчера же мы их вот вызвали, да, и для начала давайте я, наверное, заплачу аванс за пристройку 2 комнат пока что, и это мне нужно по 3000 за комнату и по 500 за электричество, поэтому я оплачиваю 7000. Так, все, мы оплатили аванс, ждем строителей. И Аиша вот пока у нас собрала вещи, загрузила их в стиралку, оплачивает электричество. Так, где свет? Где свет? Все, вот, нам дали свет. Аиша тоже оплатила кредит. И запусти, пожалуйста, машинку, раз уж ты вещи туда загрузила. Так, и Аиша хочет покушать у нас, да? А что ты хочешь есть? Я думаю, так, хватит тебе есть. Уборку мы, наверное, тоже на сегодня оставим. Детишки придут, вот они помогут нам с уборкой, а Аише нужно что? Аише нужно писать книгу, поэтому давайте идем писать. О, Макс звонит, он с кем-то встречался. А мы ему, видимо, разрешили, да? Я что-то не припомню, но все равно смотрите, какой у нас прогресс в отношениях, да? Он ходит куда-то гулять и спрашивает у Аиши совета. Приятно. Спасибо, Макс. Так, ладно, Аиша у нас садится писать, а мы давайте в это время встретим рабочих, и они нам должны будут пристроить 2 комнаты. План Аиша уже составила во время пробежек, у нее было много времени подумать, что и как мы хотим. И начнем мы с 1-го этажа, потому что на основании того, каким у нас будет 1-й этаж, мы потом будем делать планировку 2-го этажа. И давайте сразу пристраиваем 1-ю комнату. Это будет комната одного из парней. Как я и говорила, 1-й этаж это будет зона парней. Здесь будет 2 их комнаты, и здесь же будет у них отдельная душевая, отдельный туалет. Они будут использоваться вот парнями, и плюс это будет как гостевой такой санузел на 1-м этаже. Поэтому вот у нас 2-я комната, и здесь рядом я хочу сделать сразу 3-ю. Как вы думаете, мне же хватит денег, да? Может быть, я тогда сейчас поставлю 3-ю и заплачу за нее сразу же? Думаю, да, давайте попробуем.
Ну вот, у нас остаются деньги еще оплатить саму пристройку, саму работу, поэтому я списываю еще 3 500, 3 за комнату, да, и 500 за электричество. Ох, ну и теперь уже вроде как и немного денег-то у нас остается, но зато, смотрите, у нас уже сразу 3 комнаты появилось. Так, и нам нужно сразу провести сюда электричество, поэтому давайте сразу ставим светильники, чтобы не забывать, да, что у нас уже все электричество оплачено, оно проведено. Плюс, пока еще хватает денег, сразу поставлю пол и обои в комнате парней. Парни у нас непривередливые, поэтому вот какие мама выбрала обои, да, такие у нас и будут, их все устраивает. Так, окна. Окна мне понравились, вот как у Макса в доме, поэтому давайте мы сейчас поставим такие же окна, и вот это пластиковое окно тоже заменим на другие окна, как вот у Макса в доме. Отлично. Двери у нас будут одинаковые везде, поэтому просто их ставим такие же. И переносим кровать. Давайте переносим кровать в новую комнату. И, видимо, новая комната, это будет комната Джуна, потому что у меня туда уехала кровать вот со 2-го яруса, а это была кровать Джуна. А вот эти вот комнаты у меня будут маленькие, всего лишь 2 на 2 клеточки, а все остальное это вот будет подход к ним. Поэтому я сейчас удалю ненужные стены, положу здесь такой же вот пол и такие же обои на стены, потому что коридор вот он в едином стиле будет. Так, и вот здесь у нас будет туалет, а в другой комнате будет душ. Денег у нас не так много осталось, поэтому давайте я вот сейчас сделаю только обивку внешней части дома, ну и плюс фундамент, да, мы тоже сделаем, чтобы с улицы все было красиво. И вот на оставшиеся деньги Аиша еще заказала телевизор, потому что я никак не могу поднять досуг детям. У нас только один компьютер, за ним все время Аиша, поэтому так, телевизор мне здесь поставить особо негде. Ой, и денег у нас тоже мало, поэтому вот такой детский телевизор у нас встает посреди комнаты. Ну вот пока только как-то так у меня получилось. В любом случае, Аиша, ты молодец, у тебя было много денег, а теперь я тебе оставила опять 167 миллионов. Да, у меня тоже бы такой же истерический смех был, когда ты 15 лет работаешь, спишь мало, спишь вообще на кровати раскладушки, работаешь по максимуму, а у тебя все равно 0. Сколько бы ты ни заработала, у тебя 0. Ну ничего, когда-нибудь мы это жилье выкупим. Сейчас вот мы достроим комнаты, нам не нужно будет платить вот эти вот 3000, да, большие деньги достаточно. И там, я думаю, она очень быстро начнет копить деньги, поэтому выкупит этот дом, все будет у нее хорошо. А пока, как я и говорила, я, наверное, заберу детей с неклассных занятий, потому что нам нужно сделать им домашку. И Джун вообще до этого хотел тоже бросить, помните? Я думала, он ушел, а он все еще ходит на них. Поэтому все, у меня Сэнди, вот я оставлю Сэнди, Джун, ну и Вивиан, наверное, заодно, да? Вивиан, наверное, тоже уйдет, потому что у нас сегодня среда, а в пятницу у нее день рождения, тут осталось-то совсем чуть-чуть. Поэтому да, она тоже завершает свой кружок. Так, и вместо занятий давайте, у нас же появился телевизор, пусть они посмотрят телевизор, может быть, у них как-то досуг поднимется, и мы потом сможем сделать домашку. Так, Аиша, а ты что? Ты что, дописала книгу? Давай тогда садись писать вторую.
Мы с тобой, как и договаривались, усердно трудимся. Ну и давайте закончим этот день. Я сейчас буду заниматься детьми, кого в душ, кого делать домашку, кому поесть. А мы с вами уже увидимся завтра, в четверг. Итак, доброе утро, четверг. Сейчас наши подростки отправятся в школу. Аиша, как всегда, у нас работает. И теперь вы будете видеть ее все время вот в таком состоянии. Она будет у меня всегда работать, только если ей надо будет сходить в туалет или покушать, она сможет встать с этого стула, а все остальное свободное время она будет писать книги, потому что осталось буквально 5-7 дней, и мой челлендж закончится. Поэтому нам нужно постараться. Дети у нас пошли в школу. Сэнди у меня тут с Джуном доделывают домашку. Ну и, кстати, все остальные тоже сегодня опаздывают. Они дрыхнут, видимо, потому что Аиша, она работает, она их уже не будет. Поэтому они все спят, но так она их приучает к самостоятельности. Они же взрослые скоро будут, да? Поэтому она говорит: так, давайте сами встаете по будильнику, сами завтракаете, сами собираетесь, идете в школу. Это вот теперь ваша зона ответственности. И нам начислили, смотрите, 3900. Ура, да, я с тобой согласна, мне тоже нравится эта сумма. Ну и, как обычно, Аиша продолжает работать, пока дети наши в школе. И Аиша у меня работала сколько могла, потом она уже легла спать, дети в это время вернулись уже из школы, и на кружки они теперь не ходят. Поэтому давайте, вот пока компьютер свободный, Остин у нас любит видеоигры, поэтому Остин идет играть. Вот, смотрите, я теперь управляю ими сверху, иначе они все разбегаются, и я не успеваю за ними, за всеми уследить. Так, а Вивиан... что, Вивиан пришла со своим мальчиком, получается, да? Что-то я как-то пропустила этот момент. Она пришла с Циска, которая мне, кстати, нравится. Или он пришел вместе с ней. Поэтому давайте, они у нас пообщаются. Я даже добавлю им немножко романтики, потому что мне нравится этот мальчик. И видите, как получилось, да? Я считала, что у меня самые красивые — это Джун и Сэнди, что они будут такими вот покорителями сердец, у них будет много поклонников, а получилось все наоборот. Получилось, что Вивиан, которая у меня была ботаником, постоянно училась, она даже не красилась у меня, не укладывала волосы. Вот она как помыла их после душа, высушила, она так и ходит. Но именно у нее появился парень. О, смотрите-ка, у нас тут Стелла пришла. Любовь Джуна. Единственное, то, как я говорила, она у нас теперь молодая, поэтому давайте, они, наверное, у нас просто пообщаются, потому что я ничего другого пока у них не могу сделать. Так, а мы тем временем, смотрите, у нас четверг, да, у нас он уже практически подходит к завершению. Завтра пятница, а это значит что? Что? А то, что в пятницу, а это уже завтра, у нас день рождения у Джуна и у Вивиан. Завтра первые дни рождения детей. Так, Аиша у нас тут дописывает книгу. Аиш, начнешь еще одну, да? Начни еще одну, пожалуйста. И у нас тут вот еще одна девочка пришла. Так, а это та, которая нравится Остину. А он дрыхнет. Остин, давай, просыпайся, к тебе пришли.
Ты же не пропустишь, да, такое событие, когда девушка сама к тебе пришла. И смотрите, она у нас сегодня тоже красивая, нарядилась. Давайте, идите, пообщайтесь. Остин у нас, конечно, такой растяпа, лежебока. Я попробую, конечно, пофлиртовать, но мне кажется, у него ничего не получится. Ну, это, знаете, он, мне кажется, из разряда тех парней, который он должен понравиться девушке, да, и если он девушке понравится, то она должна сама все взять в свои руки. И тогда вот он, как ему скажут, он так и будет делать, он пойдет за этой девушкой. Так, а у нас тут Макс звонит, и он зовет Аишу в гости. Блин, а мы пишем книгу. Поэтому, вы знаете, Аиша, наверное, ему вот именно сейчас, она ему скажет, я не смогу, но вот я допишу сейчас книгу, да, и попозже я к тебе приеду. Тем более тут гости у детей, ей нужно пока побыть дома, хорошо? Поэтому вот, Макс, дождись меня, пожалуйста, вот сейчас я не могу, но чуть-чуть попозже я приеду. И вот, все, Аиша дописала книгу, мы бежим ее публиковать. Она сегодня даже очень рано, кстати, обычно мы где-то в 4-5 утра ходим публиковать книги, поэтому давайте публикуем книги. Первая, вторая, и я хотела сказать, что мы идем спать, но мы же обещали к Максу заехать, поэтому давайте будем сдерживать свои обещания, и Аиша пойдет к Максу. Она скажет детям, что ей нужно пойти поговорить с главой деревни, какой-то срочный вопрос, а они пусть ее не ждут, ложатся спать, и если что-то срочное, пусть звонят ей на мобильный. Так, ваши ставки. Ждет нас Макс? Ждет, да? Вот он, смотрите, ждет. Ага, и он такой, ты пришла, да? Ну, ты вовремя, ложимся спать. Подождите, так, подождите, Макс, подожди, давайте, Аиша его разбудит, она хочет извиниться, что она так поздно, потому что ей кажется, что вот он на нее обиделся, он ее так долго ждал, и поэтому вот так вот сразу демонстративно пошел спать. Поэтому давайте, она все-таки скажет ему, Макс, извини, вот у меня горели сроки перед издательством, я вот только-только дописала книгу, блин, он опять лег спать. Макс, ну ладно, Макс, ну не обижайся. Аиша, давай, иди, ты должна ему сказать, что у тебя горели сроки перед издательством, поэтому ты должна была дописать книгу. Блин, я ж прям, вот вы знаете, я на паузу поставлю, хорошо, а то Макс опять сейчас ее не выслушает и ляжет спать. Поэтому давайте, она с ним поговорит, она ему объяснит все, чтобы он нас не обижался. Аиша же не специально это, да, вот действительно, ей действительно нужно было дописать сегодня книгу. И она это сделала очень даже рано. Да, ты же не будешь обижаться? Ну, смотрите, нет, он вроде на нас не обижается. Ну и отлично. И давайте в честь примирения, да, чтобы никто ни на кого не обижался, тем более Макс изначально звал ее сразу спать, поэтому давайте они у нас лягут спать и, ну, почти спать. И я думаю, Макс ее сегодня не отпустит. Он ее на всю ночь оставит с собой. Аиша попытается, конечно, сбежать к детям. Ну, там у нее, как обычно, она скажет, вот, дети дома одни. На что Макс ей ответит, да, что так, все, не переживай. Они у тебя уже взрослые. У Джуна вообще сегодня день рождения, поэтому там у тебя взрослый мужчина. Деревья у нас спокойные, ничего с ними не случится. Поэтому он ее, можно сказать, силой оставил рядом с собой, чтобы они, наконец, вот так вот тихонечко вместе провели ночь, когда им никто не мешает. Они поспали рядом друг с другом,
И вот на этом моменте, да, наверное, я закончу эту серию, потому что дальше нас ждут дни, насыщенные днями рождениями. И я просто боюсь, что вот в одной серии я не справлюсь отыграть столько событий, поэтому я с вами сейчас попрощаюсь. Спасибо вам за просмотр. И встречаемся мы уже в следующей серии. Она будет завершительная, и наши подростки станут молодыми, и, соответственно, мой челлендж закончится. Мы подведем его итоги. Ну, и плюс, вас будет ожидать сюрприз в следующей серии. Поэтому надеюсь, что мы с вами увидимся в следующей серии. Пока-пока!